Всем добрый день! Вы находитесь на канале Татьяна Мин Красота Таро. И это Таро-прогноз для знака зодиака Близнецы. Что ждет Близнецов в августе 2023 года? Я раскладываю здесь оракул Moonology. Но основные карты у нас будут сегодня. Это Ленорманд, Чиро Марчетти, Золотые мечты. Прекрасная колода Ленорман. Итак, что ждет Близнецов в августе? Я, как обычно, достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, первая карта. Карта птицы. Многие близнецы будут общаться как со своим партнером, так и с многими людьми, особенно с вашими близкими. Вас вообще ждет много общения. Какие-то новости, сплетни, события, информация, разная там переписка. На связь с вами могут выходить люди разные, с которыми вы когда-то были близки и не очень, как бы бесконечное общение. Это очень свойственно для близнецов. Да плюс еще у нас же в августе все еще будет идти в ретро-движение планеты Венера как раз в вашем третьем секторе. Да? У вас там вообще в августе Лев будет Солнце идти по знаку зодиака Льва, и это ваш третий сектор. И такое впечатление, что, возможно, не у всех, но кто-то из тех, с кем вы общаетесь, будет вам ближе, чем просто общение. Да? Здесь такое общение интимного характера. Вы найдете себе человека, который также быстренько может все говорить, думать, решать, как и вы. Это благоприятная карта в секторе партнерства. Это птички, которые вам принесут много новостей. Но мы сейчас еще будем открывать другие карты, чтобы определить, да, все сферы жизни, как они между собой взаимосвязаны. Карта Компас. Здесь, конечно, деньги из-за рубежа, деньги из других стран, иностранная какая-то валюта, работа, учеба за рубежом, либо какие-то интимные партнеры, спонсоры, которые тоже находятся в других странах, да, потому что компас — это все-таки отсылка к чему-то иностранному. Может быть, вы будете много денег тратить на какие-то походы, путешествия, кемпинги, поездки в горы, поездки в другие страны. У вас будут деньги на это, потому что компас — это благоприятно. Компас говорит, ищите деньги далеко, да, они не лежат здесь у вас рядом. Может быть, даже вы будете зарабатывать на какой-то туристической деятельности, на организации каких-то вот таких походов, везде, где люди используют компас, да, это может быть что угодно. Либо вы будете как-то вот искать работу, которая вам связана с вашим хобби, связана с вашим интересом. Но это все равно благоприятная очень карта. Карта Медведь в третьем секторе, да, это ваш сектор третий, 9. Она, конечно, может говорить о каком-то друге, мужчине, какой-то помощи, серьезной помощи по карте Медведь. Тут у нас десятка треф. Это человек, вот, например, если описывать, да, мужчину по этой карте, который любит фокусироваться на чем-то одном. И если вот вы встретите, да, такого человека, он, скорее всего, вот вместе с этой картой будет вас просить общаться только с ним, но вы и захотите. Это какой-то обаятельный такой человек, который с вами, когда будет общаться, вы прям почувствуете его авторитет. Так как это 3-9 сектор, это может быть человек издалека, но не обязательно. Это может быть тот человек, которого вы уже знаете, и вот он как-то своими словами, своей мудростью какой-то вам очень понравится. И здесь есть шанс, например, у вас, опять же, какой-то поездки, которая связана с водным каким-то, потому что медведь все-таки это водоплавающий, да, белый медведь. Может быть, вы поедете не на юг, а на север, либо вот ваш человек, вот, с которым вы встретите, познакомитесь, будет с севера. Может быть, вы вообще переедете в какие-то северные страны или будете как-то изучать, там, например, арктическую природу, культуру народов крайнего севера или что-то как-то вот это может быть связано. Карта замок выходит в секторе карьеры и дома. Это очень благоприятно, близнецы, потому что здесь у вас
У вас вообще в августе активен будет сектор дома, да, потому что я думаю, что после этого у вас Дева, ось Дева Рыбы будет у вас активно. И да, здесь у многих близнецов решатся вопросы недвижимости, может быть, приобретения недвижимости, у кого-то по компасу приобретения недвижимости в другой стране. Также это, конечно, какие-то дела, связанные с вашим статусом, серьезные, вплоть до брака, новая должность, новая работа, какие-то документы вы получаете на недвижимость, наследство, там, владение чем-то, ваш статус вы упрочняете на работе, вас повышают, вы уважаемый человек становитесь, да, что-то вот связано с уважением, может быть, в семье просто, даже не обязательно на работе, вы повышаете свой авторитет, кто-то выходит на пенсию, да, и так далее. Это очень благоприятная карта, она как бы на своем месте здесь. А вот здесь у нас игральные кости, кубики, да, в социальном секторе. И здесь как будто бы вы надеетесь на удачу. Это может быть удача в бизнесе, удача в каком-то общении, в творческой деятельности. Очень много вариантов здесь может быть. Как кости лягут, да, то есть это удача может быть как положительная, так и отрицательная. Мне хочется дополнить ее еще другой картой. И здесь у нас, конечно же, выходит мужчина в 12 секторе близнецы. Но для многих это тайные отношения, причем, может быть, интимные даже, да, потому что мужчина раздетый здесь. Это тайные какие-то взаимоотношения. Так, я хочу дополнить, потому что здесь есть несколько вариантов. Что здесь имеется в виду? Что ждет близнецов в августе 2023 года? О чем хотят сказать нам карты? Карта рыбы здесь выходит. Это любовь и лиса. Это какая-то хитрость. Ну что, близнецы, здесь как вариант вы можете искать каких-то, скажем так, флиртовать, искать каких-то интрижек легких, да, почему? Потому что кости и рыбы вместе, я не думаю, что это какая-то серьезная связь, это, скорее всего, какой-то роман, может быть. Вы думаете, что, может быть, будет у меня этот роман, а может быть и нет, как получится, да? Решаетесь как бы на что-то, на удачу в том числе надеетесь. Эта удача связана с любовью, с отношениями. Может быть, вы решаетесь, например, зарегистрироваться на каком-то сайте знакомств, или решаетесь пойти на свидание, поехать куда-то с вашим спутником новым, который вам нравится, или спутницей, неважно, здесь расклад для мужчин и для женщин. И это будет удачно по карте рыбы. Ну как, рыбы же это удача в любом случае. То есть по стечению каким-то обстоятельствам, может быть, вы даже не ожидали, да, потому что это 5-11 сектор, еще здесь ось, лев, водолей. Здесь как-то удачно складываются ваши события относительно личной жизни. Плюс ко всему, это удача в творчестве, в бизнесе, в работе. Не бойтесь, наверное, рисковать, я бы так сказала, не бойтесь идти на такой, не слишком страшный, но нормальный такой риск, умеренный. И это может принести вам что-то интересное. Это и любовь, и доход, даже, возможно, деньги, да, потому что бубновый король здесь еще может быть деньги означать. Деньги по удаче, как-то развитие бизнеса вы даже, может, не ожидали. А вот здесь 12 сектор, здесь у нас тайный мужчина и лиса выходит, то есть какая-то хитрость, какая-то взаимоотношение. Может быть, вам встретится мужчина, который захочет схитрить, обмануть вас, что он свободен, а сам хочет только либо тайных отношений, либо он манипулирует, да, вами. Если вы мужчина, например, смотрите этот расклад, то этот мужчина может обманывать вас относительно каких-то сервисных дел. Допустим, ваш врач может давать вам какие-то неправильные диагнозы, будьте осторожны. Может быть, это другой ваш коллега по работе, который как-то хитрит, который прикидывается, что вы ему интересны, что он чуть ли не ваш друг и так далее. Но на самом деле у него есть какие-то свои мотивы для того, чтобы действовать в таком ключе, да. Хоть здесь, конечно, у нас туз червовый, да, как бы так этот мужчина, который
любит, да, то есть это, например, не как карта маг там или пики, да, это я не могу сказать, что это прям такой страшный манипулятор, но если бы не выпала карта лиса, видите, здесь все равно что-то есть такое, кто-то из вас хитрит, что-то не договаривает, есть какие-то еще скрытые мотивы, может быть, они проявятся уже, например, в сентябре, да, не забывайте, что ретро-Венера Близнецы идет по вашему 3-му дому, и не вся вот эта информация, которую вы получаете, может оказываться верной. Здесь я вижу даже 2 мужчины, потому что один мужчина точно не знает о том, что у вас есть кто-то еще, если вы женщина, да. Потому что медведь тоже может означать здесь мужчин. Есть у вас какие-то, возможно, несколько поклонников, и вы по карте Кости можете выбирать, но не торопитесь делать выбор, потому что он в любом случае как-то здесь окажется удачный по карте Рыбы. Удачное стечение обстоятельств. Близнецы вас ждет, я очень рада, потому что у меня тоже Солнце в Близнецах. Так, что хотела сказать. 2 карты достаю из оракула Moonology. И это полная луна в знаке зодиака Рак и новая луна в знаке зодиака Близнецы. О чем нам эти карты говорят? Во-первых, полная луна в Раке – это какие-то дела, связанные с вашей семейной деятельностью. Так, нужно поправить микрофон. Полная луна в Раке – это дела, связанные с вашим домом, семьей, с вашей мамой. Может быть, наконец-то в августе у вас закончится, например, ремонт, закончится, например, пребывание вашей мамы там, или вы как-то, я не знаю, решите какой-то вопрос относительно вашего имущества, что-то решится. Это благоприятно, в общем-то. И это, вот это решение по полной луне в Раке, это успокоит вас, как бы дает вам основания. Например, вот здесь у нас и так карта уже хорошая вышла в этом секторе. То есть вы конкретно определитесь, например, что вы делаете дальше с местом, где вы живете, стоит ли вам переезжать, оставаться здесь, вы, может быть, подыскиваете что-то новое, как-то вместе с вашей семьей это решаете, да, чтобы всех членов семьи это устроило. Поэтому здесь это благоприятно. А вот новая луна в Близнецах, здесь, конечно, может быть много чего. Например, вы сами как-то вот обновляетесь, вы начинаете понимать, что вам что-то новое нужно. Во-первых, больше информации, конечно, по 1-му дому. Во-вторых, вам, может быть, недостаточно общения, вы хотите новых друзей, новых знакомств. И они будут у вас определенно в августе. Это будет как возобновление отношений и общения с какими-то людьми, с которыми вы уже давно не виделись и снова общаетесь. Может быть, это какие-то встречи одноклассников, встречи там, не знаю, бывших соседей и учителей там, и кого еще там, в студенческие годы там с кем-то вы учились, или просто даже вот каких-то любых людей. Поэтому вы здесь как-то обновитесь. Я надеюсь, что вы даже будете выглядеть лучше, потому что новая луна в Близнецах – это ваш 1-й дом. Вы вообще можете оказаться в центре внимания, в том числе и сплетен каких-то. И как-то, может быть, преобразитесь, решите что-то изменить в вашей внешности, но не забывайте, что Венера, планета красоты, идет по сектору, идет в обратном движении, да, поэтому кардинальных перемен с внешностью делать не нужно. Это может быть очень опасно и вам не понравится потом осенью, когда Венера выйдет из этого сектора. То, что вы сделаете со своей внешностью, да, это есть правило такое по Венере, все-таки она идет в обратном движении, поэтому надо думать, куда вы тратите деньги и вопросы красоты. Вот такой интересный прогноз для вас, Близнецы, на август 2023 года. Вы находились сейчас на канале Татьяна Мин, Красота Таро. И до встречи на моих новых видео. Также еще хочу напомнить, что есть любовный прогноз, где вы можете посмотреть, как ретро-Венера повлияет на отношения ваши с противоположным полом. Этот прогноз у меня на канале. Ссылку оставлю здесь в этом видео. Всем пока!